Анализ, обзор, прогноз криптовалют. Сегодня у нас пятница, и она погружает крипторынок в красный цвет. Такие негативные пятницы еще называют пятница-сливатница. Лишь монета XDC нас радует ростом в 11% и гордо красуется в зеленом цвете. Но как обычно, не все монеты у нас падают или растут. Если взглянуть на список валют, которые показали наибольший рост за последние 24 часа, то на первом месте красуется такая монета, как KIK. И она всего лишь за сутки показала рост более 12 тысяч %. То есть, если бы вы вложили вчера всего 1000 рублей в данную монету, сегодня у вас было бы уже больше 120 тысяч. Но инвестирование в подобные проекты – это всегда риск. К тому же ее график выглядит данным образом. То есть она никогда не показывала такой рост и просто единовременно выстрелила. А что же касается топа монет по суточному объему торгов, то на первом месте, естественно, Tether, биткоин, эфириум вне конкуренции и неожиданно прибавивший за последние дни эфириум Classic взобрался на 4-ю строчку. В преддверии обновления она имеет очень шикарный объем торгов. У Bitcoin Cash также есть хорошие новости, но о них чуть попозже. Индикатор страха и жадности показывает цифру 21 и погружается снова в экстремальный страх. Закончился 5-дневный рост, и мы снова направляемся вниз. Страх у трейдеров увеличивается. Что же касается ликвидации, то на сегодня это всего 44 тысячи трейдеров были ликвидированы. Это ниже среднего, чем обычно. Обычно около 50-60 тысяч ликвидируют. Намечается какое-то затишье перед бурей. Возможно, скоро мы увидим резкую большую ликвидацию. К тому же давно ее уже не было. Вот таких вот пиковых ликвидаций. Grayscale же все продает, кроме монеты Mana, Decentraland. Ее они немножко прикупили. Топ монет по социальной активности выглядит данным образом. В нем, естественно, есть монета XDC. Это та самая монета, которая гордо была зеленого цвета в самом начале ролика. А так в основном весь топ забит какими-то шиткоинами. Хешрейт у нас показывает рост после резкого и большого снижения хешрейта. Вчера мы получили отскок, но он оказался не краткосрочным, и уже третий день мы наблюдаем положительную тенденцию движения хешрейта. Его рост — это всегда позитив для цены биткоина. Пока цена у нас не растет, но я думаю, если хешрейт продолжит свое движение наверх, стоимость первой криптовалюты не заставит себя ждать и также направится в восходящем направлении. Илон Маск в своем твиттере снова напомнил про Dogecoin, и сделал он это в ответ на сообщение Кристиана Девенпорта. Здесь они пишут, что генеральный директор Боб Смит высказался о рейсе Ричарда Брэнсона. Если кто не в курсе, то собираются запускать туристические маршруты в космос, и на это уже дали разрешение. Он пишет: мы желаем ему удачного и безопасного полета, но они не летают над линией Кармана, и это совсем другой опыт. На что ему написали: ух ты, космический твиттер превратился в полномасштабную боевую войну за последние 24 часа. Майкл Шитц написал: на данный момент я почти ожидаю, что Илон Маск объявит о своем запуске в эти выходные. Ожидаю, что Илон Маск не станет отставать от туристических полетов в космос и также запустит свою ракету. На что Илон Маск просто написал: а могу я заплатить Доги? То есть он их потроллил, не стал влезать в борьбу, не стал заявлять о каких-то своих намерениях по покорению космоса, а просто: а могу ли я быть пассажиром на ваших рейсах, при этом оплатить это все Dogecoin'ами? Из интересных новостей: британский банк NatWest временно ограничил переводы на биткоин-бирже. Естественно, это происходит из-за того, что они якобы опасаются инвестиционного мошенничества. Чтобы защитить наших клиентов от злоумышленников, использующих эти криптовалютные платформы, мы временно ограничили максимальную ежедневную сумму, которую пользователи могут отправлять на биткоин-бирже. Мы также блокируем платежи в адрес небольшого количества занимающихся продажей цифровых активов фирм, где зафиксирован особенно значимый ущерб для наших клиентов. Я считаю, что это рациональное решение. Они не стали все ограничивать, все закрывать и прекращать. Они ввели небольшое ограничение, чтобы даже в случае наличия какого-то мошенничества не удалось украсть сразу все деньги. Skybridge Capital запустила частный эфириум фонд. Криптофонды — это всегда хорошо, к тому же они в скором времени планируют подать заявку в SEC на запуск очередного эфириум ETF, а это новые вливания от институциональных инвесторов с большими деньгами. Разработчики Bitcoin Cash, ABC, анонсировали ребрендинг и переход на Proof of Stake. Скорее всего, это именно та новость, которая, конечно, не позволила Bitcoin Cash показать хороший рост, но позволила забраться в топ по объему торгов за последние сутки. После ребрендинга Bitcoin Cash будет называться не BCH, а eCash с тикером XSEC. После обновления держателем BCHA начислит XSEC в соотношении 1 к миллиону. eCash открывает
открывает двери к ранее недостижимым возможностям, объединяя основные технологии, лежащие в основе успеха биткоина, фиксированное предложение, халвинг и генезис блок с новейшим консенсусом Proof of Stake и управлением протоколом, заявил ведущий разработчик проекта Амори Сэши. И кэш сократит количество десятичных знаков с 8 до 2. По мнению разработчиков, это приблизит цифровую валюту к фиату, что повысит ее популярность, упростит использование, а также снизит сетевые обороты. О поддержке ребрендинга заявили большинство крупных бирж, таких как Binance, Bitfinex, Bithumb, Huobi, KuCoin, Polonix, Upbit, Akex и другие биржи поменьше. Доля зеленой энергетики в индустрии биткоин-майнинга составила 56%. К такому выводу пришла организация BMC в своем первом отчете. В данную организацию входят 23 компании, на которые приходится 32% хешрейта сети биткоина. Они провели опрос среди участников, и результаты показали, что в совокупной структуре энергопотребления показатель составил 56%. В исследовании было 3 вопроса: сколько электроэнергии потребляет ваш парк устройств, какой совокупный процент экологически чистой энергии в структуре потребления вашего парка, какой совокупный хешрейт генерирует ваш парк. Не знаю, насколько можно считать этот опрос соответствующим реальности, ведь он был основан лишь на ответах людей, а не ради увеличения якобы экологичности биткоина. Могли немного приврать, но результат получился неплохим. Основатель сети картинок Shutterstock инвестировал в биткоин. Когда люди и бизнес поймут, как построить инфраструктуру на базе блокчейна, вот тогда и станет по-настоящему интересно, добавил Джон Оринджер, основатель и генеральный директор Shutterstock. Его платформа занимается фотографиями, картинками, и, естественно, его заинтересовала технология NFT. Миллиардер заявил, что Shutterstock также внедряет NFT и изучает, как блокчейн может повлиять на развитие рынка купли-продажи фотографий и других изображений. По мне, так это отличное сочетание хорошей площадки и современной технологии. А вот новая страна, которая решила наехать на Binance. На этот раз Таиланд обвинил криптобиржу в работе без лицензии. Комиссия по ценным бумагам Таиланда подала заявление о нарушении в отдел по борьбе с экономическими преступлениями национальной полиции. А причина все та же. Им не понравилось, что граждане Таиланда используют сайт Binance, на котором, естественно, пополняют и выводят свои средства, а видите ли, для этого нужно иметь лицензию. Только провайдеры, получившие соответствующие лицензии, могут предоставлять услуги, связанные с торговлей цифровыми активами, обменом, хранением, переводом, выводом или любыми транзакциями, связанными с цифровыми активами. Нарушители могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законом. Будет интересно понаблюдать, чем закончится данное разбирательство, потому что на Binance в последние дни все больше и больше подобных наездов. В Британии удалось, так сказать, отделаться, запретив использование конкретной платежной системы, а вот в Канаде, в провинции Онтарио, пришлось просто прекратить поддержку пользователей. Новый закон в Германии разрешит институциональные инвестиции в криптовалюты. Теперь специальным фондам разрешено инвестировать до 20% своих средств в биткоин и эфир, а таких фондов в стране насчитывается более 4000 штук. Конечно, инвестиции пойдут в криптовалюты далеко не сразу, однако речь идет о наиболее популярном инвестиционном инструменте в Германии. В таких фондах хранятся буквально все деньги. Германия стала первой крупной юрисдикцией, снявшей ограничения на вложение фондов в криптовалюты. Однако стоит отметить, что речь идет именно о специальных фондах, которые закрыты для розничных инвесторов. Поэтому немецкая федеральная ассоциация по альтернативным инвестициям надеется на аналогичные изменения и для публичных фондов, чтобы обычные люди также могли принести туда свои денежки. За последние сутки у нас лонги по биткоину практически не изменились, также находимся во флете по данному показателю, а вот шорты от локальных минимумов у нас подросли на 8%. Правда, половина, даже больше половины из них уже закрыта, и общий рост составил всего 4%. 4% роста шортов по биткоину. А по эфириуму за последние сутки у нас лонги показывают просто американские горки. Сперва мы получили снижение на 0,69%, а сейчас имеем рост примерно на 0,3%. В процентном соотношении это практически ничто, лишь визуально можно определить, что лонги у нас потихоньку сокращаются, но за 24 часа изменений практически нет, плюс-минус 1%. Что же касается шортов, то они на эфириуме подросли на 3,8% и продолжают увеличиваться. А мы давайте быстренько посмотрим еще разок на графике, что у нас происходит по биткоину и другим криптовалютам. И глобально почти ничего не изменилось, у нас по-прежнему восходящий тренд, по-прежнему цена находится в рамках восходящего канала, и прогноз здесь я менять не буду. Локально у нас ожидается рост до тех пор, пока мы не изменили тренд. По эфириуму такая же ситуация,
мы также находимся в восходящем тренде, и прогноз по нему оставляю тот же. По моему мнению, здесь более вероятен рост, к тому же локально у нас движение восходящее. Ripple у нас немного отличается от первой и второй криптовалюты, там мы хотя бы доходили до верхней границы канала, здесь мы даже этого не сделали, от середины практически направились вниз. Сейчас мы пробили границу канала, но при этом сохраняем восходящий тренд. Он у нас будет сохранен до тех пор, пока мы не пробили вот этот лой на уровне 0.58. Поэтому я пока продолжаю наблюдать, крипту я не шарчу, но возможности войти в лонги я не вижу. Вероятнее всего мы все-таки направимся повыше, но деньги на это я свои ставить не собираюсь. По биткоин доминации мы получаем небольшой отскок от отмеченной зоны, мы сюда пришли, я думаю мы продолжим движение вниз, потому что данное увеличение доминации пока выглядит всего лишь как коррекция к падению. Давайте еще несколько монет посмотрим. Polkadot просили в комментариях под предыдущим роликом, и у нас здесь есть разметка, которую мы оставляли здесь ранее. Похоже, мы были вот здесь как раз таки, ожидали четвертую волну и снижение в пятой волне. Но в принципе мы это и получили. 1, 2, 3. Вполне вероятно, что мы были вот здесь вот в четверке, и сейчас у нас развивается пятерка. В отмеченную зону мы все-таки пришли, посетили ее, лой обновили, а это значит, что мы выполнили минимальное требование для пятой волны, и структура у нас аналогичная другим криптовалютам. Нам остается только разметить расчетные зоны, и давайте в первую очередь обновим зону для пятой волны, если мы все-таки ее не завершили. Если мы ее не завершили, то зона пятой волны находится вот здесь, то есть по Polkadot мы можем еще дальше снижаться. Я говорю вот об этом снижении, то есть если мы пятерку завершили не здесь, то снижение нас может забросить еще и на уровень 6.15 примерно вниз по Polkadot. Но опять-таки возьмем условно тот факт, что мы завершили снижение в пятой волне, потому что здесь мы можем по-разному разметить четвертую волну, можем и вот здесь ее завершить, а вот это был импульс, и как раз таки здесь он мог завершиться, может и вот это быть 1, 2, 3, сейчас 4 и 5. Ну в общем возьмем самый такой бычий, на мой взгляд, сценарий, к тому же он также подтверждается локальным восходящим трендом. Так, зону, куда мы можем еще дойти в пятой волне, отметил, а куда мы можем прийти в волне B, это вот данные уровни. Нижняя грань ближайшая в районе 30-31 доллара за один Polkadot. Если увеличить график и перейти на часовой таймфрейм, то можно наблюдать восходящий тренд в данном канале. Хаи у нас повышаются, лои у нас повышаются. Мы находимся у нижней грани восходящего канала. Вот такой прогноз, наиболее вероятный, по моему мнению, на данный момент. Можно оставить по Polkadot. Пойдем дальше. Еще одну монету хотел глянуть. Это XDC как раз таки, которая у нас росла и которая была популярна в социальных сетях. Посмотрим, что у нас на ней. Мы ее никогда не смотрели. Она у нас достаточно новая, по крайней мере, на Bitfinex. То у нас здесь уровень, еще один уровень. Так, на дневках. На дневках можно наблюдать несоответствие объема и движения. Здесь у нас объем пошел вниз, а цена пошла вверх. По структуре это выглядит примерно вот так. Мы также были в четвертой волне. Вполне вероятно, что сейчас мы направились в пятую. Мы как раз зашли в зону, в расчетную зону волны B, если здесь мы образуем такую же структуру, как и разметили на предыдущих монетах, но по динамике движения это очень напоминает импульс. И вполне возможно, что коррекцию мы могли завершить, и сейчас уже будем развивать пятую волну. Поэтому по данной монете сейчас мы находимся в опасной зоне, от которой мы можем развернуться и пойти вниз на предыдущий лой, если это будет все-таки ABC. Но если мы все-таки сейчас будем показывать еще выше объем, и индикатор у нас попрет вверх, то велика вероятность, что мы завершим здесь все-таки пятую волну и дойдем до предыдущего хая как минимум. А если же строить расчетную зону, то здесь она позволит нам добраться даже до значений в 0.18. Можем и выше пойти. Расчетная зона находится вот здесь. Минимальная зона находится на уровне предыдущих пиков. Итак, в качестве наблюдения просто дополню вот этот момент. Смотрите, практически без объемов. Раз, два, три. Здесь мы ушли. Все-таки сделали перелой. Да, немножко все-таки сделали перелой. Показали, как будто бы мы направляемся вниз. А потом резко развернулись и все, и полетели, показывая неплохие проценты. К
чему это я? Если взглянуть на биткоин, вот это движение напоминает мне именно то. Просто сейчас в глаза бросилось. Также раз, два, три. И по аналогии мы должны сделать здесь все-таки перелой, а потом выстрелить и улететь наверх. То есть не пробивая вот это дно, пробив и изменив тенденцию движения, показав, что якобы у нас здесь нисходящий тренд образуется, просто резко улетает наверх за несколько дней. Я думаю, это вполне вероятно, что в принципе и подтвердила у нас монета XDC. Раз-два перелой и все, и улетели. На этом все. Подписывайтесь на канал, оставляйте побольше комментариев, можете даже не в тему что-то написать, скопировать какой-нибудь текст, вставить. Ютубу нравится, когда пишут в комментариях. Подписывайтесь на канал, удачной торговли и счастливо!